Я еще не видел человека, который победил бы пикового Дениса Цыпленкова. Могу обосновать? Давайте. Артур Макаров и Тарасайтис, правая рука. Тяжелый для меня вопрос. Сагов Ибрагим и Сердис, не помню, как его зовут, но слежу за ним в YouTube. Сандрис Сердис, пускай будет так. Я смотрю его выступление, он универсальный достаточно борец. Да, он может побороться вверх и в круг по-разному. У Сагова есть только одна техника борьбы. Девон Ларат Ливан-Свинашвили. Девон провел большое количество армфайтов, стал намного лучше и, скорее всего, имеет план на борьбу с Ливаном. 100%. Ливан за это время не выступал, остался в кино, лечил руки. Воздержание перед соревнованиями помогает? Если да, то за какое время до? Вот это поворот! Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вот, Артур Макаров и Тарасайтис, правая рука. Тяжелый для меня вопрос. Потому что, безусловно, в этой паре я буду болеть за Артура Макарова. Но то, что показал Тарасайтис в прошлом армфайте с Пробчуком, это прям, то есть технически верхом он борется грамотно. Он может перестроить свою борьбу в зависимости от соперника. И здесь для меня важно больше, в какой форме подойдет Артур Макаров. Потому что у них, насколько я понимаю, это не первый поединок. Вот. И до этого у них уже была борьба. Вот. Я здесь, безусловно, буду болеть за Макарова, но у меня есть, к сожалению, такое ощущение, что Тарасайтис может подобрать там шансов. Я вроде много не вижу, да, но он, даже если этот шанс есть один, он все равно может им воспользоваться. После прошлого поединка Тарасайтиса я понимаю, что с его верхом Артуру будет очень непросто. Сагов Ибрагим и Сердис, не помню, как его зовут, но слежу за ним в Ютубе. Здесь я, безусловно, болею за Сагова. Безусловно. Но давай посмотрим с какой стороны на это дело. Значит, Сандрис Сердис, пускай будет так. Значит, я смотрю его выступление, он универсальный достаточно борец. Да, он может побороться вверх и в круг по-разному. У Сагова есть только одна техника борьбы, но я за исключением оттуда Хатчинса, не видел, чтобы кто-то прям проходил его верхом или наравне боролся с ним в его движении, там, за исключением Адама Баркинхоева. Да, и здесь я, наверное, отдам предпочтение Ибрагиму Сагову. Ибрагиму Сагову. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Самое главное для спортсмена, который хочет добиться максимального результата, это продуктивно потренироваться и хорошо восстановиться. Предлагаем вам предтренировочный комплекс Hurricane Energy от известного бренда спортивного питания Magic Elements. Данный комплекс разработан немецкими учеными и в разы повышает силовую выносливость, усиливает концентрацию внимания и, что немаловажно, обладает жиросжигающими свойствами. А чтобы ваши мышцы как можно быстрее восстановились, приобретайте БЦА-аминокислотный комплекс с витаминами и минералами Renovator. И результат не заставит вас долго ждать.
Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Так, у нас тут в чате очень серьезный вопрос. Я не могу не задать. Вопрос серьезный и очень ответственный. Так что, Виктор, внимание. Извините за вопрос, но все-таки воздержание перед соревнованиями помогает? Если да, то за какое время до? Вопрос серьезный. Конкретно кому-то оно помогает. Нет, я стараюсь. Вот, но... Как Майк Тайсон, 4 месяца там или более, в нет? лучшем случае неделя у меня получается. Вот. Дальше сложно, да? Дальше сложно, да. То есть Неделя. неделя прям вот, то, что получается. Иногда бывало и 2, да. Понятное дело, что при воздержании появляется злость, агрессия, как-то чувствуешь себя по-другому. Хотя я знаю людей, которые вообще на это дело не смотрят и прям в день или в ночь перед соревнованиями совершенно спокойно поддаются утехам, и все у них хорошо. Но никто не знает, что бы с ними было, если бы они могли недельку воздержаться. Может быть, они были бы намного лучше. Ну и давайте перейдем к главной паре. Девон Ларат, Ливан Сагинашвили. Прошлый армфайт этих двух товарищей показал, что Сагинашвили просто был на недосягаемом уровне для Девона Ларата. Прям просто на недосягаемом. Да. С тех пор Девон провел большое количество армфайтов, стал намного лучше и, скорее всего, имеет план на борьбу с Ливаном. 100%. Ливан за это время не выступал, оставался в кино, лечил руки. То есть мое мнение, что вот если спрашивать, как оно будет, то Бог его знает. Если спрашивать, что я по этому поводу думаю, я думаю, что в своей манере Девон Ларат найдет ключ к Ливану. Я думаю, что сейчас, на данный момент, Ливан не будет иметь такого доминирующего преимущества в силе. И что самое главное во всем этом деле, что показали последний Warfight, что у него очень серьезно страдает выносливость. То есть в борьбе с Гаспарини мы все увидели. Кислородный баллон. Выносливость. Да. Поэтому здесь я, хоть и не очень люблю этого парня, я за Девона Ларата. Вот, теперь мы перешли к самому главному вопросу. Выходки Девона Ларата, ментальные атаки, все вот это прочее, перформансы. Как вы к этому относитесь? Я к этому Поведение не отношусь, Девона Ларата. потому что для меня у меня в спорте главное спорт. Но давай мы посмотрим чуть-чуть по-другому. Да. То, как себя ведет Девон Ларат, ничем не отличается от того, как себя вел Мухаммед Али. Да. Моя корреляция. Вел себя Конор Макгрегор. Это, в общем, общая тенденция. Эти ребята просто были первопроходцами всего этого дела. Мне не нравится, но давай так, это общий тренд. То есть мне в спорте важен спорт, именно спортивная его составляющая. То, что делал в свое время Мухаммед Али, если разбираться во всем этом деле, у меня укрепляет только симпатию к его соперникам. Потому что Девон Ларат просто мальчик по сравнению с выходками Мухаммеда Али, но они тем самым подогревали интерес публики целых стран к выступлению этого спортсмена, потому что он понимал, что то, что он делает, это больше, чем спорт. Я могу к этому относиться хорошо или могу к этому относиться плохо. То, что он делает изначально, то есть, человек придумывает себе врага, да, и сам начинает в это верить, и прям сам себя
как Мухаммед Али мог на тренировках встать перед зеркалом и давать интервью, мог в пробежке постоянно рассказывать, типа, вслух, что он величайший, да, мог целую страну настроить против Формана или Фрейзера, с которыми он бился, которые, я считаю, не менее достойные, а может быть и более достойные. Но когда борются два примерно равных по силе человека, имеет вес очень большой, в какой форме психологической каждый из них подошел к соревнованиям. Я считаю, что то, что делает Девон Лоран, он мало того, что пробуждает интерес у людей, которые даже этим не интересовались, да, и там смотрят, и все говорят, блин, вот Лорат, вот это шоу, вот это здорово. А спортсмены, когда на это дело смотрят, они более прохладно к этому делу относятся. Но, безусловно, понимаешь, я привык к другой борьбе. Когда мы говорим про соревнования King of the Table или East-West, в сравнении с чемпионатом мира и с чемпионатом России, с турниром AMC, с Злотым туром, с турнирами А1, вот тот Девон Лоран пришел бы на этот поединок, на любой поединок на таком турнире, он бы получил предупреждение, фол, второй фол, до свидания. Ему бы не дали так бороться. И поэтому я к этому отношусь, наверное, так. Потому что я понимаю, что это больше элемент шоу. При судействе, к которому мы все привыкли, эти выходки не проходят. То есть здесь ему судьи дают себя так вести, потому что это что-то большее, чем спорт уже. Вот. А когда мы говорим про такие поединки, это как на любых других соревнованиях, которые там, я же говорил, Россия, Европа, мир, АМС, все что угодно. Это все, там никто с тобой не будет разговаривать, никто тебя не будет уговаривать. Ты получишь 2 фола и уйдешь. Вот. Скорее всего, может быть, этим и вызвано мое такое немного негативное отношение к его поведению за столом. Угу. Но вот эти вот ментальные атаки, как вы думаете, они работают на... Ну вот взять, например, их армфайт с Гаспарини. Гаспарини, когда выходил к столу, он, по-моему, забыл, как вообще к нему подходить, к этому столу и где он находится. Безусловно, это отчасти для чего это и делается, да, чтобы сломать противника до начала борьбы. То есть бой у этих ребят, он начинается с момента объявления пар. Словно как у Лората точно. Вот. Но здесь может быть и обратная сторона. Да, возьми поединок первый Джо Фрейзера и Мухаммеда Али. Когда они зашли в ринг, да, там этот много кричал, много говорил, еще что-то. Когда в ринг зашел Фрейзер, как бы на его лице читалось только то, что наконец закончена эта сумасшедшая работа, и наконец вот сейчас все это закончится. И тогда Джо Фрейзер выиграл. И Мухаммед Али выиграл его только через 2 года. Здесь вопрос, как к тебе... То есть есть люди, которые теряются от этого, и на это как раз рассчитывает Девон Лоран. А есть люди, которые только становятся из-за этого сильнее. Но даже те люди, которые становятся из-за этого сильнее, могут перегореть в процессе выставления захвата, выставления там судейского захвата, увязки ремнем, всего этого дела. На это рассчитывает Девон Лоран. Если он понимает, что он может победить человека не только физически, но может победить человека еще до начала борьбы. Как думаете, на Ливана это подействует? Да, безусловно. Видео уже начались по этому поводу. Ливана это, безусловно, подействует, потому что ты пойми, здесь очень важно... Я бы сказал, что Ливан выходит из простоя. Мы не знаем его формы. А Лорат победил всех, кого только мог. Вот, поэтому я считаю, что да, безусловно, это повлияет на Ливана. И как только в первом поединке, во втором поединке, как только Ливан, если вдруг такое случится, а я думаю, что это случится, он в каком-то моменте почувствует слабину в себе, это все как волной на него нахлынет,
и может его сломать. Именно на это рассчитывает Девон Ларат. Я не думаю, что он рассчитывает на свою тотальную доминацию. Он рассчитывает, что все эти выходки дадут ему возможность в какой-то момент, в какой-то точке прочувствовать слабину физическую Ливана, и тогда вся вот эта вот волна цунами свалится на него, и ему будет очень тяжело. А почему на Ларата это не действует? Интересно. Ну, то есть, почему он не выгорает так? Или выгорает, но мы не знаем, перед боем? Слушай, я думаю, что он как раз все это делает для того, чтобы не выгорать. То есть, если бы он это делал, он как раз, может быть, и выгорал бы. Ему это необходимо, чтобы не выгореть. Он по-другому не может. Вот. Он это делает не только из-за того, чтобы привлечь интерес. Он просто делает это для того, это своего рода для него, наверное, защита, лучшая защита нападения. Если он этого не будет делать, может быть, он подойдет не в такой форме ментальной к этому поединку, не в такой психологически хорошей форме. Я Дмитрий Касатов. Выступаю на соревнованиях по силовым видам спорта уже более 30 лет. Сначала это был пауэрлифтинг и армрестлинг, сейчас выступаю в жиме лежа. И лет 15 уже произвожу оборудование для пауэрлифтинга. Сначала это были скамьи для жима и стойки для приседаний. Сейчас это уже полный спектр оборудования для фитнес-клубов и тренажерных залов. Весь ассортимент вы можете посмотреть на моем сайте по ссылке в описании. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм, где кроме своих тренажеров я выкладываю еще и секреты своей подготовки соревновательной в жиме лежа. Предстоящий армфайт Дениса Цыпленкова и Эрмеса Гаспарини. Вот что тоже очень интересно. Ваше мнение, кто фаворит? Тоже интересно. Фаворитом здесь открывается, конечно, Эрмес, потому что много поединков. Вот. Но мне кажется, Дениса Цыпленкова есть достаточный запас физической силы для того, чтобы погасить рывок Гаспарини и в ремнях его выиграть. Но это, безусловно, должен быть не тот Денис, которого мы видели на поединке с Девоном Ларатом. Да. Вот. Я бы очень хотел увидеть Дениса победителем. Есть ли возможность у Дениса набрать вот ту форму, не ту форму, которая была там в 2018 или 2019, когда они с Девоном Ларатом, ну, то есть пиковый Денис. Разумеется, пикового мы увидим вряд ли. Но есть ли шанс приблизиться к этой форме? У него есть шанс приблизиться к этой форме. Вопрос мотивации. Мы все знаем, что у него там была болезнь, что он долго после этого восстанавливался. И, в принципе, одно то, что он сейчас борется, это уже большая победа. Вопрос мотивации. Мотивация у спортсменов там 5-10-летней давности, она совершенно не та, что сейчас. Вот. Тогда он был сумасшедше мотивирован, и тогда он просто все, это не было человека, который мог бы его выиграть. Вот. Тогда он был недосягаем. И тогда у него, наверное, была другая мотивация. Сейчас, не знаю, я думаю, что есть возможность набрать физическую форму, достаточную для победы над Эрмесом Гаспарини. Пиковый Ливан Сагинашвили, пиковый Денис Цыпленков. Кто кого? Пиковый Денис Цыпленков. Я еще не видел человека, который победил бы пикового Дениса Цыпленкова. Могу обосновать? Да, давайте. Денис Цыпленков начинал свой путь в армрестлинге очень давно. После этого давно очень сильно занимался стронгом, там, силовыми дисциплинами. И он единственный из всех армрестлеров, которые боролись, который был в боковом движении очень силен. То есть у него был не верх, у него была сумасшедшая физуха, у него не была даже бетонная кисть. Он мог стоять без кисти на боковой, на бицепсе, там, вместе с лучевой. Ливан же Сагинашвили борется только одной техникой борьбы – это верх. И как показал Эрмес Гаспарини, у него большие проблемы с боковой. Так вот, за счет нереальной в свое время бокового давления Дениса Цыпленкова он бы не оставил камня на камне от Ливана. Интересно, кстати. Об этом-то мы и не думали. Вот. Ну, давай возьмем в пример
Пикового, который без ремней вскрывал Дениса и даже дотягивал его пару раз. Но Кого? Я прослушал. Кого? Кого возьмем? Пикового Андрея Пушкаря, царство его небесное. Царство небесное. Он вскрывал Дениса Мгм. и упирался как раз в его общую физуху, в его бочину. И Денис на ремнях, как правило, в 99% из 100 чувствовал себя настолько комфортно. Он мог стоять и перестоять его. Единственный человек, который мог с Денисом посоревноваться в этом движении в лучшие свои годы, которые, как мне кажется, к сожалению, давно прошли, это Майкл Тодд. И на Арнольд Классике они там зарубились очень серьезно. И Майкл Тодд его даже один раз выиграл. Правда, это было после сумасшедшей зарубы с Ричардом Лопкисом. Вот, поэтому я не вижу человека, который мог бы перестоять Пикового Дениса, потому что у него настолько была сумасшедшая общая физическая форма, мощь его, что просто нет. Приведи мне пример хотя бы одного человека, который в физуху был бы так же силен. Я не вижу. В одном из каких-то движений, да, в подъеме на бицепс, там, в лучевой или еще что-то, но общая физическая форма Дениса, она, по-моему, недосягаемая. Друзья, мы собираем средства для проведения очередного турнира по армрестлингу среди инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призовыми много, чего не скажешь о турнирах среди инвалидов. И только от вас, от наших зрителей, зависит, получится ли у нас это сделать. Давайте все вместе поучаствуем в добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно выслать по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке и с друзьями. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Диктор канала Курбанов Эрик. И, кстати, у меня тоже есть свой канал про армрестлинг и силовые виды спорта Берсеркер 13. Подписывайся.